Местный участковый карабкался по таежным дорогам на своем авто, везя опергруппу на место преступления. Накануне кто-то залез в сельский магазин. Много не унесли, но напакостили изрядно. Вот с этим происшествием и предстояло разбираться. Операм из района. Участковый молодой веселый парень старался как-то разговорить хмурых, травя им одну местную байку за другой. А еще у нас в ночь на Ивана Купала девки голышом по лесу бегали, радостно сообщал он своим коллегам. Я сам не видел, но говорят. Его оборвал старший опер. Долго нам еще? Да считай, что уже приехали. Успокаивающий махнул рукой участковый. Сейчас вот сопку проедем, да на следующий поднимемся. А там равнина. Понятно. Снова прервал его опер, недовольно поглядев на часы. Мы тут, похоже, больше кататься будем, чем делом заниматься. Обратился он к своему помощнику-криминалисту, худощавому парню лет 30. Тот ничего не ответил, только кивнул и заулыбался. «У вас тут поди и волки с медведями водятся?» — спросил оперу водителя. «Конечно, водятся». С готовностью ответил тут. «Ой, да что там водится, у нас вон егерь целую стаю». «Приручил?» «Как это приручил?» — переспросил вдруг заинтересовавшийся криминалист. «Волки же даже дрессуре не поддаются?» — спросил он. И поправил свои очки. Участковый заулыбался во весь рот, радуясь тому, что все-таки ему удалось заинтересовать этих серьезных ребят. Дрессуре, может, они поддаются, согласился он, а вот дружить могут по-настоящему. И на этих словах он подмигнул задавшему вопрос. «Просто Иван Петрович — это егерь наш», — пояснил участковый, продолжив свой рассказ. Так вот, Иван Петрович спас как-то найденных им в тайге волчат. Ну, то ли мать их погибла где-то, то ли браконьеры постарались, но вот остались они сиротами. Так он этих двух волчат под корягой то и нашел. Поглядывая в лесные заросли по сторонам, участковый вдруг замолчал. «Ну, нашел. И что?» Снова переспросил рассказчика заинтригованный криминалист, из-за чего получил недовольный взгляд своего начальника. Зато участковый вновь улыбнулся и, как будто отбросив тень беспокойства, набежавшую на него, продолжил. «А что дальше?» Забрал он себе этих волчат. Благо, сам-то в лесу живет, считай, никуда из родного дома то и не делись они. Выходил их, они уже взрослые стали, подруг своих к нему привели. Он снова заулыбался. Сейчас, наверное, волков 20 уже в их стае. Радостно закончил он. Ух, и гораздо врать, товарищ младший лейтенант, недовольно. Покачав головой, сказал ему старший опер. Участковый хотел было возразить своему коллеге, но вдруг резко ударил по тормозам, и полицейский УАЗик, как будто не ожидая такого подвоха, заскрипев всеми своими колодками, резко остановился. «Что случилось?» — раздраженно спросил опер. «Почему встали?» «Оу». Участковый пальцем указал перед капотом своего автомобиля. Полицейские посмотрели в указанном положении и остолбенели. На лесной дороге стояло штук 5 взрослых волков. Они будто бы намеренно перегородили дорогу, не давая проехать автомобилю. Участковый посигналил в надежде, что звук клаксона распугает обнаглевших хищников. Однако те напротив стали демонстративно ложиться поперек дороги, глядя прямо на людей. Да перестрелять их и дело с концом. Опер потянулся к лежавшему на заднем сиденье автомату. «Не», уверенно остановив его руку, произнес участковый. «Это о Петровича волки точно. Я узнал, вон тот их главный.
Он пальцем указал на матерого серого волка с просюдя на боках. Да мне все равно, чьи это волки. Уже заорал оперативник. Мне мою работу делать надо, а не этот твой зоопарк. Разглядывать. Он жестом указал на перегородившую дорогу волчью стаю. А вдруг с Петровичем что? Спросил участковый. Опять же вас из района дернут. Парировал парень. Да давайте уже сразу проверим, все равно тут. Рядом. Уговаривал он недовольного сотрудника сыска. Ну правда, Степан Сергеевич, давайте проверим. Заднего. Ряда подал свой голос криминалист. И ты туда же. Повернувшись к нему, обратился опер. Да вы что, сговорились тут что ли? Да и черт с вами, ладно, давайте проверим, но учтите. Я в этой дыре ночевать не буду. Повезешь меня ночью, если надо будет. Пригрозил он. Участковый согласно закивал головой, продолжая выслушивать. Ворчание шефа. Мужчины вылезли из УАЗика, и волки тут же сошли с дороги, глядя на приближающихся людей. Участковый шел вслед за ними. Опергруппа в составе 2 человек шла за своим местным провожатым. Через какое-то время стала слышна людская речь. Кто-то громко гоготал, иногда что-то кричали, в общем. Чувствовали себя в тайге, как дома. Это и насторожило участкового. Он поделился своими опасениями с коллегами. А те снова отмахнулись от него, не ожидая увидеть ничего, кроме каких-то пьяных отдыхающих. Но то, что они увидели, повергло в шок даже повидавшего всякого на своем веку оперативника. На поляне стояла большая армейская палатка. Рядом с ней были навалены десятки звериных шкур. Некоторые из них еще были не выделаны и растянуты на провилках. Сразу же привлекла внимание огромная шкура тигра, растянутая по борту палатки. Но самое главное, к дереву был привязан тот самый егерь, о котором по пути сюда рассказывал участковый. Он был сильно избит, и тело его безвольно висело на держащих его веревках. Вот тебе и проверили. Выругался старший опер и передернул затвор своего автомата. «У тебя оружие, то есть?» — спросил он участкового. Участковый достал свой Макаров. «Только у меня одна обойма», — шепотом сообщил лейтенант. «А у меня вообще оружия нет», — дрожащим голосом сказал криминалист, прижимая свой чемоданчик. «Сиди ты!» — махнул на него рукой оперативник. «А ты под страху, если что?» Уже обращаясь к участковому, распорядился он и вышел на поляну. «Граждане, это полиция!» Громогласно обратился он к браконьерам. «Приготовьте документы и разрешение на оружие и на промысел животных». Ответом ему прозвучал выстрел, который чуть не сбил фуражку с его головы. Опер упал в траву и, передернув затвор автомата, ответил неприцельными выстрелами, обозначив, что ответ будет решительным. Но в этот раз ему противостояли не шпана с подворотней и даже не воры-рецидивисты, а опытные и вооруженные до зубов охотники. Уж они то стрелять умеют, дай им только шанс. «Плохо дело», — доложил участковый. «У меня только 8 патронов, а их тут человек 12, я насчитал». «А где этот?» — спросил опер о криминалисте. «Я его в машину отправил, чтобы помощь по рации вызвал», — пояснил участковый. «Это ты молодец, это ты правильно», — отозвался опер, сделав еще несколько выстрелов и уже стараясь гасить обнаруженные боевые точки. «Только, боюсь, не продержимся мы», — сообщил он, щелкнув пустым затвором. «Все, кончился я», — сказал опер, откинув автомат и
перевернулся на спину, словно отдыхая после тяжелого трудового дня. «Ничего, русские не сдаются», — подхватил эстафету участковый и выстрелил из своего ПМА. Но вскоре и его патроны подошли к концу, не принеся желанной победы. «Ну что, все, отстрелялись?» — раздался злорадный противный голосок одного из нападавших. «Выходи, мусора, сейчас мы и вашу шкуру натянем». Толпа радостно загоготала, и осмелевшая банда начала медленно приближаться к окруженным полицейским, сжимая кольцо. В этот момент один из наступавших, резко взмахнув руками и, упав в траву, заорал, как будто его живого режут на куски. Все обернулись на него, но тут еще один из браконьеров дико заорал и упал на землю. Некоторые из ошарашенных бандитов начали стрелять, не понимая, что происходит, попадая в своих же. И тут участковый понял, что происходит. Он радостно заорал: «Волки! Волки! Я же говорил, это его волки!» И действительно, серые хищники устроили массовую охоту на людей. Выжидая удобного момента, волки бросались на людей из высокой травы, в которой они были практически невидимы. И только когда жертва чувствовала на себе, как смыкаются клыки охотника, она понимала, кто на нее напал. В ближнем бою ружья оказались бесполезны. Волки один за другим валили и рвали обидчиков своего спасителя, а те катались по земле, обливаясь кровью и моля о пощаде. Когда взъерошенный криминалист вновь прибежал на известную поляну с вестью о подмоге, все уже было кончено. Участковый с опером, вооружившись ружьями браконьеров, согнали их в одну стайку побитых и окровавленных, представлявших жалкое зрелище негодяев. Отвязав егеря, участковый помог привести его в чувство. И старик под протокол дал показания на злодеяния, учиненные пришлыми. Они все дожидались подмоги, чтобы отправить задержанных куда следует. Сидя рядом с оперативником, участковый сукаризный произнес: «Вот видите, а вы не верили мне про волков». Немного промолчав, тот ответил: «Так что и про девок, правда?» «Про каких девок?» Непонимающе переспросил участковый. «Но те, которые у вас тут», показав рукой круговые движения, пояснил опер, голышом бегают. И все они вместе рассмеялись, чем немало удивили задержанных волками бандитов. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.